Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас будет очень интересная передача. Сегодня у нас в гостях Андрей Бутов, специалист в области строительства, но с уклоном на энергетическую оптимизацию домов. Расскажи сам. Модернизацию, дигитализацию, автоматизацию и все, что непосредственно связано с техникой. То есть сегодня меня пригласила Оксана сюда немножко поделиться с вами технологическими ноу-хау, которые мы имеем. Ну и, соответственно, конечно, ответить на вопросы, которые блондиночка сегодня нам будет задавать, скажем так. Спасибо. Да. Сегодня у нас такое разделение. Я буду в роли, да, как в том анекдоте, говорит, кто моей жене закачал ананасовый воздух в колеса, да? Наподобие, Да. да. Сегодня у наподобие. нас очень много запросов на женщин в связи с тем, что действительно многие не понимают, а что является мифом, что является реальностью. И сегодня мы постараемся в начале нашей передачи развить или подтвердить самые основные мифы, что можно сегодня сделать, сколько это стоит, сколько можно получить, а можно только одно сделать или можно по отдельности, только частично. Да? Давай начнем с самых главных мифов по Давай попробуем. стоимости. Мы очень много говорили, что есть много различных дотационных программ, которые позволяют при интеграции вärmelyftpumпы, мы сегодня немножко в узкую тему пойдем, вärmelyftpumпы или Solaranlage, получать даже от 30 до 70% дотационных денег назад. Да? Каждая компания делает по-своему рекламу и говорит, ребята, вы сейчас купите или перестанете платить большие затраты за газ, да, у некоторых до 600 евро доходит в обычном Einfamilienhaus, и все, что вы потратите, допустим, на эту вärmelyftpumпу 35 тысяч, до 70% вам вернет государство. Давай начнем с этого. Это не миф, то есть это действительно соответствует факту, но здесь я бы сказал так, 70% это, конечно, уже такой серьезный забор, но где-то в районе 50 мы действительно приземляемся. 70 можно получить, но там уже должны быть большие параметры соблюдены, и мы заходим уже здесь немножко в системную административную вещь, которая называется темперирование, автоматизация температуры, управление температурными режимами именно непосредственно внутри дома, там, где дотации еще добавляются, о которых люди практически даже вообще и не слышали, и знать не знают, что когда человек строит умный дом, то есть который оснащен по технологии системы умного дома, и у него автоматизируется отопление, то там еще добавленный маленький слот еще есть, но все-таки дотации добавляются. Если пересчитать это, то вот процентов 10-15 еще сверху к 50 доходит. Это действительно так. Окей. Если не повторять весь сложный текст со всеми сложными названиями, которые ты озвучил, если мы меняем вärmelyftpumпу, начнем с первого этапа, то мы имеем реальную возможность получить между 30 и 50% возврат назад, и этот возврат будет не в виде tilgungszuschuss. Что такое tilgungszuschuss? Это когда человек взял кредит, и за него кредит гасится, то есть он денежки реально в руках не держит. В этом случае, это тоже второй миф, в этом случае возврат реален, скажем так, между 30 и 50%, это то, что в практике чаще всего происходит, и это действительно приходит просто на конто после того, как будут загружены правильные документы в правильном портале. В правильном портале это ты имеешь в виду Бафа? Да, но мы сегодня у нас тематика такая, ответы для блондинок. Это смешно, но с другой стороны, очень часто для людей много информации, а в нашем сегодняшнем мире очень много информации, очень много. Если мы у GPT спросим, он нам выдаст на 3 листа каждому пункту информации. Но, допустим, если простыми словами сказать и подвести, да, если я сегодня меняю вärmelyftpumпу с помощью такого специалиста, да, который мне поможет в правильном амте, то есть, допустим, Бафа, правильные документы в правильной поочередности закачать для того, чтобы я получила как можно больше возврата по потраченным деньгам. Затраченные деньги. Это называется Nachzuwendungsbescheid, который вы получаете от Бафа. И если вы правильно все делаете, то вы получаете реальные ликвидные деньги, то есть перевод Бафа вам возмещает ваши расходы. Это никакие не Tilgungszuschuss, это не какие-то дотационные кредитные ставки или еще что-то. То есть это реальные кэш, как говорится в нашем сейчас мире, который вы получаете на счет после пройдя всего контрольного аппарата, который Бафа довольно-таки просто устроен, но и, соответственно, требует правильности подхода, скажем так, это не миф.
Да, Супер. то есть это Супер. то, что действительно работает. Да. То есть первый миф, который мы развеяли, что можно получить назад реальные деньги в размере от 30 до 50% затраченных на реализацию проекта, допустим, связанного с заменой вермолюфтпумпы. Второй миф — то, что это будет не тильгунсушос, а реальные ликвидные деньги, которые придут к нам на счет, и мы можем ими пользоваться. Тогда сразу будем идти по ступенькам. Третий миф, что получить финансирование на такую процедуру очень сложно, да, потому что многие люди являются уже пенсионерами или являются предпринимателями и Капиталистами. да-да-да. На самом деле, я знаю, что мы в последние месяцы сталкивались, что даже пенсионеры без проблем получают через различные программы деньги для реализации этого проекта, которые они могут достаточно быстро вернуть назад в связи с возвратом, опять же, этого ликвидного мителя, если они хотят это делать, да? Ну, здесь очень все просто. Тут надо просто понимать, какая стратегия у государства. То есть БЕГ, да, вот этот вот европейский ИБН, который связан с тем, что у нас очень много домов в Германии, которые энергетически уже устарели. И поэтому это привязывается не к какому-то persönliche Voraussetzung, то есть это личностному какому-то формату общения или самого человека, который приобретает этот объект, а это подводится именно к объекту. Поэтому что БАФа, что КФВ, вот эти вот все программы, которые связаны именно с энергетическим зонированием, они не привязываются к человеку. Мы сейчас останемся для обычных людей, абсолютно обычных, которые купили дом сегодня, вчера или планируют покупать, или уже 10 лет владеют, или 20, хотят оптимировать свои расходы в будущем на отопление горячей воды, потому что они неимоверно высокие стали, особенно у кого Öltank, да, в этом году это неимоверно выросло, то в этом случае мы говорим просто, к примеру, только за вермолюфтпумпу. Сейчас мы потихонечку перейдем и будем добавлять еще другие продукты и говорить о них совместимости. То в этом случае можно профинансировать эту вермолюфтпумпу, даже если человек немного зарабатывает, если он selbstständig или даже если он пенсионер. Потому что у нас в нашем сейчас портфолио были такие случаи. Поэтому, если идти дальше поэтапно, следующий миф, что я должен очень много зарабатывать, чтобы иметь возможность взять себе приватный кредит, если мы сравним это, что я хочу купить себе машину, не вермолюфтпумпу, а машину за 35 тысяч. Ну, вермолюфтпумпу будет проще профинансировать. Правильно. Вот я и хочу этот миф расторгнуть, потому что мы сейчас опять пошли в очень большую глубину, мы сейчас к этому подойдем, да? Что человек, который решил оптимировать свои затраты на отопление, может получить не в зависимости от своего личного дохода, насколько он большой или маленький, или это пенсия, деньги для этапа, пока он вернет какие-то дотации от государства, да, чтобы их вернуть, доступный, скажем так, кредит, не в зависимости от его экономической ситуации или от его дохода. Ну смотри, то есть здесь можно логически подойти к этому с другой перспективы. Что выгоднее банку? Профинансировать тебе машину, которая через 3 года станет старенькая, или профинансировать тебе анляга, допустим, это же даже теплонасос, которого средняя продолжительность жизни, техническая продолжительность жизни порядка 15-20 лет, и с повышением сейчас, потому что технологии очень сильно развиваются, плюс у тебя это инвестиция в недвижимость, которая повышает стоимость недвижимости. Да? И здесь человек, инвестируя вот в эти моменты, он не проигрывает ни в каком направлении. То есть человек, во-первых, реинвестирует свою затратную часть не просто там за так называемое дистопливо, которым он подогревает и делает себе водичку теплой, или же это, допустим, просто газовые какие-то котлы, которые сегодня тоже очень сильно распространены на немецком рынке, потому что раньше это было не тема для разговора. Поэтому, конечно, банку это тоже интереснее, и банки это субсидируют не тем, что они дают вам больше денег или дешевле деньги, а просто у них критерии выдачи кредитов самих, они намного проще. Поэтому это тоже также миф, что люди говорят, ты должен относиться к какому-то касту специальных инвесторов или еще что-то. Нет, абсолютно нет. Если мы сейчас... И обязательно, я имею в виду, именно те люди, которые и мало зарабатывают, то есть средний класс простого рабочего человека, именно они должны и пользоваться этими моментами. Естественно, если мы сейчас подойдем к инвесторам, да, мы эту тему очень много затрагивали, что люди, которые сегодня хорошо зарабатывают, имеют хорошую кредитную историю и хотят реализовать проект, где
вот как мы делали пример, да, 8-квартирный дом, где за каждую квартиру клиент получал достаточно большую субсидию по КФЕ-программе, да, 30 тысяч субсидий. да, грубо говоря, имея 8 квартир там в этом доме, он около 200 тысяч имеет только денег, которые у него приходят в этот проект, да, но это совсем другой слой клиентов, мы к этому сейчас подойдем. Окей, тогда продвинемся дальше. Насколько миф или реальность, если я ставлю верму или в пумпу, то я обязательно должен поменять все батареи, а еще лучше сделать половое отопление. Я понимаю в процентуальном соотношении, насколько это миф или реальность. Здесь в процентуальном соотношении я бы так это не стал привязывать. К процентному соотношению я бы привязал это именно к году постройки дома. То есть, да, тепловые насосы работают в идеале на низких температурах, то есть 36 градусов половое отопление. Конечно, для него, для теплонасоса, это более комфортная ситуация с технической формата. Но здесь, опять-таки, же ни для кого не секрет, потому что есть и теплонасос, который сегодня в нормальном, довольно-таки хорошем режиме до 75 градусов форлев температур поддерживаешь, то есть это температура подачи, и этим самым но это опять-таки же я бы не стал советовать людям самим решать, в какой технологии им лучше остаться. С помощью энергибераторов они все достаточно квалифицированные люди, которые могут очень быстро сделать преоценку или же оценку глубокого формата, что лучше остаться. Потому что ни для кого не секрет, что переход на теплонасос, конечно, связан с изменениями или с добавочными инвестициями именно в сам так называемый гибойдехюле, то есть в саму субстанцию объекта. Да. Но мы сегодня хотим о технике немножко. Да, мы сегодня хотим попробовать сделать такой формат, потому что я тоже люблю идти в детали, но попробовать сделать такой формат, и вот все-таки воздух будет клубничный или малиновый. Вот просто ответь. Грубо говоря, в некоторых случаях приходит техникер и говорит, батареи менять не надо. Такие случаи могут быть. Да? Мы говорим о том, что, естественно, для правильного разрабатывания концепта надо взять специалиста, надо взять компанию, и прежде чем что-то купить или заказать, надо проверить техническое состояние. То есть, первое, вот как для меня, как для девушки, если бы я делала это сама, без супруга, ты бы пришел и сказал, окей, с этими батареями идет вот такой насос, вот столько ты будешь экономить, это все просчитывается, столько ты спишешь. В Ангиботе, я видела Ангибота, это все прям, супер видно, уже до того, как ты что-то подписываешь, ты видишь, что ты экономишь и свою всю перспективу. В наше время это очень хорошо технически все отражается. Но может быть такая ситуация, что зайдет техникер и скажет, нет, вот эти вот батареи не подходят, либо даже еще рекомендуется еще и окна поменять, потому что тогда вы будете экономить в разы больше, да? Просто отдельно окна поменять — это та же самая система, как и с теплонасосом. То есть там тоже советую всегда обратить внимание, какой стеклопакет лучше выбрать, потому что тройной, двойной, четверной или еще что-нибудь тоже я бы, конечно, по-технологически. Все зависит от концепта. Короткий концепт, то есть это связано с тем, что Einzelmaßnahmen, то есть точечная инвестиция, или же это более длинный, так называемый энергоэффициенцхаус, там, где мы заходим и инвестируем более большую сумму, но уже более обширно и крышу, и окна, и фасад, может быть, утеплили. Тогда, конечно, смысл, если поговорить о теплонасосе, но мы имеем также технические возможности остаться при газе, но оптимировать расход. И это как раз та публика, которая на сегодняшний день очень взволнована, потому что они вообще не представить себе не могут, что их ожидает в будущие 10 лет с развитием цен на газ. Но, допустим, мы сейчас потихонечку продвинемся и к совокупности, надо ли обязательно, можно ли только вермолюфтпумпы, надо ли это совмещать с Soляранlage или PV-Anlage. Ты нам ответишь, надеюсь, на вопрос в разнице. И также мы затронем обязательно вопрос, есть ли смысл дома, которые там в 2000-х годах были построены уже с хорошей отопительной системой, с хорошей вентиляционной системой, с хорошим демунгом, базируясь на газе, да, мы можем здесь добавить концепцию просто с PV-Anlage, Soляранlage и дополнительных нескольких нюансов. Я сейчас говорю на языке кундишпрахе, да, мы подойдем сейчас в детали. Вот. Хотела бы закончить все-таки постепенно тему вермолюфтпумп. Вот только мы говорим, хотим только пока вермолюфтпумпу, чтобы убрать наш танк и экономить в разы больше, на данный момент это действительно в разы больше средств в месяц. Вот. Тогда следующий пункт, который очень часто является мифом. Многие мои клиенты владеют домом, где, допустим, я в таком доме живу, сами мы такой построили, где часть дома я сдаю,
в части дома я живу. Да? Есть еще такие концепты, где, допустим, 2 квартиры они сдают, в одной живут. То есть миф заключается в том, что многие из-за такого большого количества информации все попутали и говорят, я получу дотации, возврат от своей вермолювпумпы, либо процентуально, ну что имеется в виду, если я 30% для себя пользуюсь, 70 сдаю процентуально, то это является на самом деле мифом, неправильно. Почему? Потому что достаточно, чтобы человек... Достаточно, чтобы человек просто инвестировал в эту технологию, потому что если исходная позиция того, что у него стоит еще старый самый котел на дистопливе или на отоплительном масле, то там всегда дорога практически одна. То есть или человек на позиции посередине останавливается и говорит, я все равно инвестирую в газ, но в этом случае я бы уже посоветовал всегда ориентироваться на новые технологии, это теплонасос. Мы сейчас пошли в И техническую... теплонасос будет независимо от количества Вонайнхайтна и не будет зависеть от того, какая процентуальная ставка у него в собственном пользовании и сколько он сдает. Он все дотации получит. То есть здесь не Смотри, да, ограничивается. я хотела немножко зайти, это ты с технической части зашел, я хотела зайти с юридической части. У многих именно миф заключается в том, что они должны владеть этим объектом, будет там 1, 2 или 3 квартиры, или просто Einfamilienhaus, что они должны владеть и сами там жить. У них почему-то был миф, и это очень распространенный миф, и даже в GPT очень часто неправильно люди получают ответ, потому что они неправильно ставят вопрос. На самом деле для того, чтобы получить дотации, связанные, допустим, мы сейчас останемся на вермолювпумпы, да, заменой вермолювпумпы, как пример, человеку не имеет значения, купил он это для себя и живет он там сам, или купил он это, и он является хозяином, и сдает он весь объект или частично, он получит все равно полную дотацию. Конечно, абсолютно. Вот этот я хотела вопрос, потому что... То есть, само собой разумеется, то есть, ну тут опять-таки же немножко в технику, да, вот я технически немножко заточенный, тут надо смотреть ВЕГ-грюндунг, да, то есть если этот человек просто цинсцаус, который не поделенный на ВЕГ, и у него одна центральная отопительная система, то тогда, конечно, он и получит, то есть независимо, 10 там единиц или же 3, сам он живет там или же не живет, дотации, потому что они основаны на энергосбережении в объекте. Это целенаправленно. Мы сейчас говорим только пока за вермолювпумпу, мы перейдем, другие программы, вот как большие, мы их обсуждали, да, что там про Einheit получаешь. Это мы сейчас говорим просто за, мы хотим саму опять инвестицию. маленькими кусочками, пожалуйста, маленькими пройдем. Грубо говоря, если человек меняет отопительную систему, допустим, с Öl или с старых котлов газовых на вермолювпумпы, то не в зависимости от того, в будущем или сейчас сдает он этот объект или пользуется сам, он эти дотации по возврату затрат на замену отопительной системы получит. Да. Спасибо. Окей, теперь все-таки попользуемся твоими профессиональными знаниями. Скажи, пожалуйста, вот я, допустим, такой человек, что если ты ко мне придешь и скажешь, Оксан, вот у тебя есть уже вермолювпумпы, но за ля-анлаги и ПФ-анлаги у меня еще нет. Правильно ли понимаю я и другие такие же женщины или клиенты, что, грубо говоря, мы можем сделать почти пассивный дом, где мы пользуемся, отапливаемся, даже уже машину заряжаем за счет электричества, то есть у нас, грубо говоря, у нас все привязано к электричеству. Насколько ты рекомендуешь, насколько это интересно совмещать PV-Solaranlage, ты нам разницу расскажешь, с вермолювпумпой, потому что у нас, грубо говоря, от света вообще полное обеспечение идет. Ну, само собой разумеется, потому что в этом случае центральный энерготриггер, так называемый, то есть сама несущая основа всего этого дела, это электричество. И по одной простой причине я тебе даже могу сейчас, пальцев не хватит, дать тебе референс-объект там, где мы уже поставили. Я сам в таком доме живу, мы с тобой строились примерно в одно время, я знаю. Вот ты на газе осталась, а я себе сделал Нет, теплонасос. у меня вермолювпумпы. Теплонасос с люфтунксанляга и плюс ПФ. У меня тоже. 14 киловатт пик, который дает мне возможность немножко больше, чем 200 квадратов за 100 евро в месяц отапливать, обогревать и теплую воду содержать. То есть это все зависит от того, как ты этот концепт делаешь. Это выгодно. Это надо делать, но это надо делать с умом. Просто так паушализировать и сказать, что выгоднее Соляр и ПФ. Теперь вопрос, а все понимают разницу между Соляр и ПФ? Ты вот когда ты говоришь Соляр-анляга, это что ты имеешь в виду? Объясни нам.
Очень все просто. То есть в соляре протекает вода физически или жидкость, которая нагревается, Да. находясь на Поэтому она крыше. потолще такая. Да, она потолще, ее можно различить. А в ПФАУ ничего не протекает, кроме как электричество. То есть там нету никакой жидкости, а эти модули потоньше, они так называемые бифациальные сейчас идут. То есть они с двух сторон, принимая солнечные лучи, производят электричество. Окей, супер. Ну, тогда мы можем плавненько перейти в тему, которая очень часто почему-то от женщин приходит, потому что они наслушались в интернете от блогеров, что машину надо обязательно заряжать ночью, потому что тогда твоя машина, она работает как батарейка, чтобы лишний свет, ну, если мы уже ПФО-анлаги установили, денежки экономим, дом обогреваем, можешь немножко в этом направлении тоже развеять эти мифы? Надо ли машинку заряжать всегда только ночью и почему это происходит? Я знаю, что ты будешь сейчас уже смеяться, мы эту тему уже раньше на термин. Здесь проблема заключается в том, что машина, конечно, она не спрашивает, когда ей разрядиться, да, она просто разряжается. Здесь опять-таки же фактор лето-зима большую роль играет. Скажем так, в практике на данный момент, само собой разумеется, если есть батареи-шпайхер, то есть не только модули на крыше, которые производят электричество в моменте, потому что PV-модуль, он работает очень просто, физикалиш. На него солнце светит, он производит электричество. Солнце не светит, производит, если Меньше, просто меньше. Или же ночью он не производит ничего. Поэтому заряжать машинку ночью, не имея батареи шпайхера, который аккумулирует произведенную электроэнергию, которая за день произвелась, и потом отдает в машину, но не совсем выгодно, потому что или же надо N-тариф иметь от Энергифазоргера, то есть ночной тариф, это опять-таки же связанный с новым счетчиком, это абсолютно другой электроблок в доме должен состоять. Но здесь Энергифазоргеры в наше время уже отошли от этого, потому что они подогнали стоимость вот этого вот тарифа практически к нормальному тарифу. То есть разница минимальна. Поэтому, скажем так, вот если коротко, я бы не стал советовать, имея просто ПФО-анляга без какого-то энергии-менеджмента и батареи шпайхера, заряжать вашу машину ночью. То есть надо грамотно рассчитать, чтобы было правильное то количество этих шпайха, которые надо именно для этого дома по соотношению к тому, сколько у них модулей этого PV-анлага работает и продуцирует свет. Ну, здесь опять-таки же сходная ситуация не от модулей зависит, от количества квадратных метров на крыше и как расположена крыша именно к солнцу. То есть эффективность вообще, мы когда планируем вот такие вот анляги, у нас есть специальные программы, которые рассчитывают в зависимости от того, где, потому что Это был следующий миф, следующий вопрос, да? солнцеизлучение, оно вот на юге, там, допустим, в Мюнхене намного выше, чем у нас на севере. Поэтому КПД таких вещей, оно различается. Не сильно, но, скажем так, на севере, вот если взять мою анлягу, это Шлезвиг-Хольштейн, центральная часть Шлезвиг-Хольштейна, скажу так, что вот... У меня есть Вермолюфтпумпы. Да. У меня есть дом, в котором я живу, и Анлигавон, который я сдаю. Благодаря Вермолюфтпумпам мы действительно сэкономили неимоверно большое количество, и мне горячая вода и отопление на 2 дома, грубо говоря, там 92 квадратных метра, у нас где-то там под 180, выходит всего лишь 250 евро, что является неимоверно дешево для 2 больших семей. Если бы я сейчас сказала, вот какой мне воздух закачать в колеса, что бы ты посоветовал, допустим, поставить Золя PV-анлage, приблизительно сколько бы это стоило, вот окей, у меня пример с 2 домами, но если бы это был 1 дом, приблизительно сколько бы это стоило, и насколько бы мои косты, допустим, за именно этот счетчик, который отвечает за горячую воду, за отопление, там отдельный, да, счетчик для Вермолюфтпумпы, сколько бы я экономила, и сколько бы я экономила еще с обычного счетчика, который я потребляю обычную энергию. Ну, опять-таки же, видишь, ты сейчас пытаешься приблизительно, людей запутать. Нет, я не хочу запутать. Мы должны здесь четко понимать, у тебя просто PV-анляга или у тебя PV-анляга с батареей шпайхером. А вот это скажи. То есть, поэтому сейчас у нас гонка почему-то идет вот в населении, в людях, которые нас слышались, это потому
потому что концепция просто технически ПФА-анлага на крышу поставить, она перестала работать. Да. Она абсолютно перестала, она выживает себя. То есть продавать люди, городу напрямую, это уже не так интересно. Einspeise-Vergütung, это вообще не интересно, поэтому вся концепция заключается в правильном так называемом энергоменеджменте. Я хочу только, вот мой пример возьмем, я хочу экономить деньги для своей семьи. Твой пример, то Да. есть у тебя что получается по сравнению с классическим случаем? Да. Ты экономишь, первый случай – это газ. Да, у тебя газа вообще у дома меня нет. Нет газа, да. Да, то есть, потому что, чтобы люди понимали, что мы разговариваем только за затратную часть по электричеству, Да-да. а потом мы ее начинаем расщеплять. Частичное электричество, которое уходит на потребление для того, чтобы ты смотрела Правильно. телевизор и феном слушала голову. Ну, есть два отдельных счетчика, да. Есть два отдельных Да. счетчика, но опять-таки же целенаправленно иметь два отдельных счетчика или уже нет? И это уже к второму больше тендирует. Нету смысла второй тариф брать. По одной простой причине, только счетчик. А я не знала, что можно выбирать. Можно выбирать. Вот у нас строили, нам сказали, надо два счетчика. Вот. Во-первых, не надо, а во-вторых, невыгодно. Потому что только за того, что у тебя второй счетчик стоит, ты 30 евро в месяц платишь только за тарифирование этого счетчика. Вот. А экономия вся кончилась, потому что разница между тарифами 2,5-4 цента на киловатт-час. Вопрос здесь другой. У нас потребители какие? Нормальные потребители, допустим, люди, которые без детей живут в доме там 120-150 квадратов, они потребляют в среднем в год 4-6 тысяч киловатт-часов. Угу. И это уже достаточно много. Им не нужна 30 кв пик анляга на крыше ПФАО. Это заблуждение. Хорошо, давай... А вот когда ты говоришь, ага, вот у меня есть теплонасос, это хороший потребитель, потому что только теплонасос может до 6 тысяч киловатт в год потреблять. У меня есть машина, которая у меня тоже так же там 80, 60, 80 Сейчас киловатт. уже даже две машины у многих. Это потребляет энергии, где я хочу ее дома более дешево заправлять, а не на работе где-то через ляды штацион. И у меня есть нормальный фибрал. Вот тут надо разбираться. И здесь надо смотреть, какой у меня энергоменеджмент, потому что смысл Einspeise-Vergütung потерял. То есть классический случай. У меня сейчас максимально солнце светит на крышу, я загачиваю в этот момент, скажем так, электричество государству за 6 центов Einspeise-Vergütung, а как только у меня солнышко за тучку зашло, я в этот момент покупаю за 35, за 40. Это вообще нечестно именно к применению пользователя. Те люди, которые захотят это сделать, естественно, есть смысл взять консультанта, который просчитает, да, что в их случае надо или какое количество надо, что они будут экономить и какой им шпайха нужен для того, чтобы им хватало этим пользоваться, чтобы не надо было потреблять еще с сети электроэнергию, правильно? Да, абсолютно верно, но здесь все равно маленький заметочка. пример, это ты делаешь каждый день, маленький пример, ну, если не мой брать, может, он сложный, маленький пример, допустим, обычная семья, Einfamilienhaus, небольшой, да, там 100 квадратных метров, к примеру, да, вот эти старые еще дома, которые вот классические были, да, от 65 даже там до 120, это были раньше вот такие старенькие дома, которые многие перестраивают и так далее, то вот установив эти ПФАО-анлаги, установив Wärmelev-пумпы, вот пример моей клиентки, она за такой домик, она его красивенько перестроила, сделала все очень красиво, прям вот, знаешь, вот в эту крышу прям вынесла кусок крыши, что прям до потолка в одном месте, то есть такая креативная женщина, но у нее затопление выходит, затопление горячей воды 600 евро. И она говорит, хочу обязательно себе сейчас сделать концепт, я согласна и ПФАО-анлага, если надо, то есть она говорит, мне еще работать лет 15, да, вот в таком возрасте, сейчас у меня пик моей карьеры, я зарабатываю хорошо, меня вообще не интересует, что я там отобью, не отобью, я живу в своем домике, который я своими руками полностью модернизировала, он мне нравится, я сделала терраску под себя до старости, я хочу здесь жить всю оставшуюся свою жизнь, мне все нравится. Но мне не нравится платить 600 евро, которые с каждым годом еще становятся больше. Вот в этом случае у нее нет мужа. В этом случае для такого человека, который говорит, да, я готова инвестировать и 10, и 20, и 30, если что-то, или даже 50, если что-то получу назад, буду рада, но моя задача в тот момент, пока я работаю, пока я зарабатываю, я хочу инвестировать для будущего, чтобы через 10-20 лет или следующие 10, 20, 30 лет, где я буду наслаждаться в этом доме, у меня были наименьшие затраты на коммунальные, да, чтобы я была в этом уверена. Вот сколько приблизительно будет стоить, вот по такому примеру,
100 квадратных метров дом, она уже окна поменяла, все делала супер, вот ее осталось только... Тут инвестиционный порог, скажем так, начинается где-то от 30 тысяч, заканчивается где-то при 70-80 тысячах, в зависимости Это от если и количества. вермолюфтпумпы, и... Если комбинировать вермопумпы, может быть, частично СПВ-анляга, потому что эта комбинация работает идеально. Да, потому что вермопумпа, поглощая, скажем так, определенное количество электроэнергии, тут надо опять-таки же разбираться, если мы чуть-чуть затронем, то есть те люди, которые опять-таки же считают, что мы можем через батареи шпайхер амортизировать и прийти Обычное к максимальному собственному потреблению и исключить закупку электричества от энергофизора, то есть быть полностью независимым, этого не достигнете в Германии ни в какой точке. Да? Да, по одной простой причине, потому что в месяца, скажем так, с середины конца октября по конец марта, даже независимо, какой бы мощности у вас батареи шпайхер был дома, вы не сможете быть независимым. Но минимировать мы можем. Минимизация достигает до 60%, 60-70%, то есть 600 евро, которые люди платят за электричество и газ вместе взятыми, можно прийти, вот как это у тебя в твоем примере. Нет, здесь они только 600 евро платили если только за У газ нее еще была платят. газовая, то есть газовая колонка, которая воду грела, газовая система, которая отапливала дом, и даже она готовила на газу. Поэтому, убрав сейчас эти параметры, то есть оставив все электрическое... То есть там очень, очень радикальная экономия происходит, потому что у меня есть тоже в моем портфолио клиенты, которые только за газ платят по 1000 евро в месяц, ну, могут себе позволить, да, семья, дети, большая площадь, плюс еще там, допустим, сауна, мауна и все остальное, и поэтому здесь, конечно, при использовании новых технологий, потому что КПД теплонасоса и КПД сейчас панели даже вот по сравнению с того, что было хотя бы даже эти же 5 лет назад, радикально изменилось. То есть мы высасываем из каждого сантиметра квадратного панели на крыше очень большое количество энергии. Плотность батареи усилилась, то есть мы можем много энергии аккумулировать на квадратный метр батареи, да, поэтому, но То есть технологии идут вперед, но когда-то будет, опять-таки же, это потолок, да, потому что нельзя из них максимально, уже практически мы к максимуму пришли. Но здесь я хочу обратить внимание, потому что люди, так как поверхностно этим занимаются, может быть, не всегда правильно выбирают стратегию подбора. То есть на данный момент вот очень много курсирует всяких разных мнений, а тебе надо 10 киловатт шпайхера, а тебе надо 20. Некоторые уже закидывают такие желания, что под 100 киловатт шпайхера, потому что машину заряжать надо и все остальное. Я бы сказал таким образом, вот я всегда советую поступить так: поставьте сначала ПФ, посмотрите год, какая у вас будет вообще Траксайты, да, сколько она будет вам в год продуцировать. У вас статистика, потому что когда вы ставите модули на крышу, вексель-рихтеры сейчас поддерживают полностью статистику, можно будет в моменте, в разрезе посмотреть, какое количество энергии в какой день, в какую минуту было произведено. Ну да, эти эпы, они показывают прям все. за год. И можно потом сказать, во-первых, вы за год посмотрите, какая у вас потребляемость, потому что если люди приехали в новый дом, они сами ничего не знают, сколько это будет. Также и мы не знаем, сколько крыша будет производить. А когда у вас есть хотя бы параметры статистики за год, тогда вам и проще определиться, какой батареи шпайхер вам лучше подходит. Потому что вы можете модулированные шпайхеры брать, которые вы, допустим, начинаете там с 2,5 киловатт, 5 киловатт, и его до 25 киловатт можно вот такими, как это сказать, блочками такими умножать, размножать и капацитет увеличивать. Исходя из этого, конечно, это все в динамике надо рассматривать, но правильно начать и правильное стратегическое развитие. Экономия будет 100%. А может произойти такая ситуация, что придет специалист и просчитает, что именно этой клиентке, у которой, возможно, отопительный котел не такой старый, а сделать оптимизацию определенных инструментов, допустим, поставить PV-анлаги, различные усилители, которые... Не надо смеяться, просто мы можем прикрепить план здесь, показать, потому что это сложно. Это называется энергоменеджмент система. Это очень сложно объяснить на пальцах, да, буквально мы полчаса перед эфиром просматривали как раз именно эту возможность тоже, где очень четко объясняется, допустим, если клиент в 2000-х построился,
у него, в принципе, котел суперсовременный, все суперсовременное, и ему технически с целью экономии нету смысла ставить вермулю в пумпу, ему достаточно добавить PV-анлage, добавить несколько инструментов, где он будет намного больше даже экономить, чем, допустим, меняя сейчас еще дополнительно вермулю в пумпу. И в это направление идет весь тренд, потому что люди начали понимать, что просто классические решения через PV-анлage, Einspeisevergütung, это больше не работает. И мы как раз занимаемся разработкой таких продуктов, которые у нас наши клиенты получают, где мы приходим, анализируем состояние газового котла, говорим, разрабатываем просто-напросто так называемый вентиль-lösung, где мы с помощью энергоменеджмента рассчитываем количество модулей на крышу, как PV-модули, ставим энергоменеджмент-систем и расширяем возможность Pufferspeicher называется по-немецки, чтобы люди могли экономить, то есть эту энергию, которую производит крыша, не закачивать за копейки государству, а закачивать это в виде нагревания своего котла, то есть не котла, а вот эта вот бочка, которая стоит накопительная, Pufferspeicher, да, Wasserspeicher из системы. И там очень большой капацитет спрятанный в том смысле, что оставаясь при газе, но потребляя гораздо меньше. И вот эти системы, они То набирают... есть за счет этого греется еще и вода. Да, потому что раньше вода грелась за счет газа, сейчас дополнительно... Вода греется за счет вот этих модулей, за счет этого электричества, которое вырабатывает уже собственный PV-анлage. Они довольно-таки умные штучки эти и довольно-таки не энергоемкие в смысле затратной части. То есть такую анлягу можно себе позволить, начиная от 30 до 35 тысяч, потому что не надо пол вскрывать, не надо половое отопление делать, остается на батареях, газ остается также, анляга остается газовая, но потребляемость газа уменьшается процентов на, скажем так, 50-70 из-за вот этого эффективного использования электроэнергии. И электроэнергия заменяет просто газ как носитель тепла, и у человека остается при тех же практически параметрах, но вместо того, чтобы он просто за ветер, за газ деньги отдавал, он инвестирует в технологию. То есть это не миф, что можно остаться с газовым котлом, и не обязательно свежие дома, опять же, да, перестраивать, и достаточно... Не так уж давно начали делать только половое отопление, не так давно, да, и даже дома, которые еще 10 лет назад строились, в некоторых случаях есть до сих пор еще батареи, в некоторых случаях люди строили, они совсем другого параметра, но тем не менее, грубо говоря, это не миф, что человек может остаться при газовом отоплении, но при этом за счет дополнительной концепции, техники, у него будет обогреваться вода полностью и частичное отопление. Конечно, не частично, а, скажем так, что будет хорошая газ часть. делать? Да. А газ делать будет в том случае, когда зимой как раз вот эти моменты наступают, где солнца нету, а потребление выше становится, потому что дом надо отапливать. В этом случае газ как раз и получается. То есть он только как альтернатива? Это не как альтернатива, это так называемый Spitzenlastausgleich, да, то есть это в тот момент, когда высокое быстрое потребление, тогда газовый котел включается. Все остальное, то, что в низком потреблении находится, то есть в размеренном, то тогда спасает PV-анлага, потому что это вот как раз и тоже один из мифов. Люди думают, что надо обязательно прямое солнцеизлучение, чтобы солнышко светило на панель, чтобы она что-то вырабатывала. Нет, если даже в пасмурную погоду довольно-таки ярко, потому что UV-лихт, то есть вот это ультрафиолетовое излучение, оно тоже приводит в модуле производству электроэнергии. Поэтому здесь это надо именно вот немножко углубляться. Я думаю, что люди, которых заинтересовала эта тематика, будут обращаться или к вам, или к нам. И мы можем это или же в блоге, или в чате там углубить, или же еще как-нибудь. Но технологии, они технически разработаны, они работают, у них высокая КПД и достаточно ясно. Очень важный вопрос. Моя клиентка делала панику, потому что у них закончился энергиаусвайс, надо было продлевать, действие энергиаусвайса закончилось, и по последним принятым законам Энергетикгезетz ее Öltank, она была verpflichtet в ближайшее время поменять. Она начала собирать ангиботы, уже выбрала для себя компанию, с которой она хочет вермулю в пумпы делать. Сейчас вроде бы пришла информация, что не надо обязательно менять
Solanlage. То есть с газом мы поняли, да, если газовое отопление, ничего страшного, можно дальше с дополнительными продуктами жить и не бояться. А что ты скажешь про Öltank? Ну, скажем так, здесь очень чувствительная тема для тех, которые живет с ними, потому что они заметили за последние 2-3 года, насколько радикально цены За последние поменялись. 2-3 месяца, Ну, я бы сказала бы. я говорю так, чтобы у нас более длинная аналитика Да. была, да, то есть если мы сравниваем 2-3 года, возьмите просто-напросто ради интереса и посмотрите развитие цен на газ за последние 10 лет и сделайте статистику с помощью умных, интеллигентных сейчас штучек, как Да, да. ChatGPT, какая ожидаемая стратегия по развитию газа плюс CO2, да, потому что это они сейчас разделили опять, чтобы немножко людей в заблуждение ввести. Газ не так сильно развиваться будут, а CO2 Да. обшляк, вот этот газ, скажем так, который надо же учитывать, да, вот этот вот момент, он, конечно, тоже будет очень большую роль играть, потому что до 2000 евро в среднем люди будут в год еще дополнительно доплачивать газу, потому что у них вот этот вот след угла у CO2, скажем так, увеличенный. И это все приводит к тому, что если у человека технически газовый, не газовый котел, а вот этого вот Heizöl, то тут дорога практически, я бы всегда посоветовал сделать ESFP-план, то есть вот этот вот модернизирунгсплан по БАФе или по КФВ, потому что там дотации в 2 раза увеличиваются и возможности в 2 раза увеличиваются, и продумать, конечно, модернизацию больше в другом ключе. Но рассматривайте, пожалуйста, вопросы совокупа тоже. Если вы уже обращаетесь к энергибератору не только за Einzelmaßnahmen, я хочу окна поменять, я хочу поменять теплонасос, пусть он вам просчитывает вариант Energiehäuser, да, Energieeffizienzhaus, 85-й, 70-й, 55-й, 40-й. Это приводит к тому, во-первых, у вас это быстро будет, вы в течение года закроете полностью маслом, у вас будет полностью модернизированный объект, сделано все, и фасад, и окна, и крыша, и техническая часть, и вы будете в новом доме жить. Может быть, даже это по экономии будет выходить еще эффективнее, чем вы будете Einzelmaßnahmen растягивать вашу стройку на последующие 10 лет. Всегда надо это перепроверять, потому что дорог разные, много возможностей есть, но смысл один, стратегия, а для чего вы этот объект приобрели, как твоя клиентка, которая говорит, я себе терраску сделаю там до пенсии, а может быть и дальше буду там жить, тогда, конечно, надо всегда смотреть Nachhaltigkeitskosten, Bewirtschaftungskosten. Я хотела еще подвести к тому, что вопрос, должна ли она, verpflichtet ли она это делать, или все-таки этот закон послабили? Это первый вопрос. Второй вопрос, что даже если она может не менять то, с чем я сталкиваюсь в старых объектах у клиентов, что больше их невозможно чинить, да, приходит Steinsteinfeger и говорит, там, все больше не соответствует стандарту, или там что-то поломалось, или не тянет эта отопительная система, особенно примеры были в небольших Mehrfamilienhäusern, да, и они не могут их уже nachbessern, то есть лучше сделать или чинить. Я хочу немножко, чтобы ты сказал в этом направлении. Вроде бы сейчас больше их не торопят, то одно время говорили, вот у вас 2 года еще, чтобы вы все поменяли, или 3 года, если не ошибаюсь, до 30-го года было время. Сейчас вроде бы послабили этот закон, и многие расслабились, окей, мне некуда спешить, я не должна менять. Если они не меняют эту отопительную систему, допустим, ЮЭЛь, с чем они могут столкнуться? С тем, что они не смогут вовремя починить, и, допустим, если это небольшой Mehrfamilienhaus, там 2-3 квартиры, люди могут остаться без горячей воды и отопительной системы, то, что вот я вижу, да, как не специалист именно в области энергооптимизации, да, а я как финансист, который своим клиентам рассчитывается, они приходят и говорят, ну, мои клиенты к тебе недавно обращались, говорят, что делать? У нас там несколько квартир, остались без отопления, без света, потому что что-то там поломалось и не тянет теперь этот котел. Полностью не хватает мощности котла, Да. чтобы снабжать электроэнергией. Что бы ты посоветовал? Все-таки на авось жить? На авось жить это очень спекулятивно, потому что это может потом очень дорого обойтись, потому что если это тем более маленькие многоквартирные объекты, то мы разговариваем здесь уже далеко не о 30 тысячах, мы разговариваем о 70, о 100 и больше тысячах евро.
Независимо от того, санкционировано это, не санкционировано, 100 тысяч как привезено, затраты да, на Умбау. на Умбау, чтобы, скажем так, с этого топлива перейти на теплонасос, да, потому что это опять-таки же связано. Это, во-первых, процедура не сегодня на завтра, то есть, во-первых, это ТГА Auslegung, да, эту анлягу надо auslegen, это надо посчитать, это энергибератор, это, во-первых, во многих вещах, на многих таких объектах не существует даже нормальных, адекватных документов, то есть Heizlastberechnung надо сделать, то есть хотя бы это вот на уровне стола рабочего по документам, это уже месяц, второй, третий. Плюс техническая модернизация. Поэтому я бы говорю так, я бы не сильно ориентировался на то, что нас заставляют делать, потому что, конечно, регламент стоит такой, что модернизировать надо, и очень много домов, которые уже в таком критическом моменте происходят, тем более, если у вас фермитуются дома, фермитуются квартиры, и очень опасно, потому что замлекляген – это очень опасная У них и штучка, пошло в и она замлекляген. неприятная совсем, бессонные ночи вас ожидать будут 100%. Поэтому заблаговременно можно это размодулировать, то есть обратиться, взять какой-то просто-напросто проект Entwicklungsbeitrag, и это все капиталенлегеры, как правило, да, за это. То есть человек, когда приходит к нам, обращается, говорит, посчитай мне, сделай мне концепт. За это можно просто отдельно Посчитай и заплатить сделай деньги, концепт, сколько сделать приблизительно концепцию, бы сколько будет это стоило. стоить, сколько дотаций можно за это получить. Да, я возьму за это свой какой-то гонорар, но это опять-таки же не говорит о том, что человек должен это завтра сделать. Он хотя бы будет ориентироваться в своих цифрах, он будет ориентироваться в технике, и мы ему просчитаем несколько моделей, которые ему более экономически выгодны. Потому что это опять-таки же мы можем сказать, смотри, тебе просто теплонасос поменять смысла нету. Поменяй окна, сэкономишь уже 30% затрат. Поменяй фасад или утепли фасад. Крыша, утепление крыши очень большую роль играет. Поэтому надо всегда смотреть это и в совокупе, но и по отдельностям взвешивать. Фасад, окна, крыша и техническая часть, то есть отопление, трата воды, потребление, какая температура у вас, 21 градус в доме или же 24 градуса в доме. Поэтому здесь очень много факторов и технических, и погодных, которые на это играют роль. Но человеку для того, чтобы просто-напросто сориентироваться хотя бы, надо просто задать вопрос или обратиться за консультацией и хотя бы уже индикативно получить информацию, куда это идет и как это будет выглядеть для него персонально. Потому что все это очень широко со всех сторон сейчас рассказывается, очень много информации, отфильтровать ее, не имея Я внутренних поэтому технических и знаний, хотела сегодня давно-таки побольше тяжело. Да. информации, более поверхностной, да, потому что каждый видит свою ситуацию. Допустим, как эта клиентка, если мы возьмем обычного человека, обычного саможивущего в этом доме, это его риск, если у него будет горячей воды, это один риск. Конечно. Если это небольшой Mehrfamilienhaus, здесь действительно у этих клиентов так и получилось, что у них была замонкляга, потому что у них была настолько пониженная температура в квартире, что они Митминдерунг написали, что они вместе к адвокату пошли в Фарбанд, и это была очень некомфортная ситуация. Конечно. Если мы даже сейчас остановимся на этих двух примерах. Пример первый. Так все-таки закон на данный момент предписывает или послабил это предписание? Частично были послабления, но я бы сказал так, я бы на них не ориентировался, я бы не расслаблялся. То есть может в любой момент опять прийти? В любой прийти? момент может у нас, потому что сейчас нет вот этих вот стратегически долгосрочных планирований, к сожалению, они со временем утратились. Я надеюсь, что мы опять-таки же сможем на Хальтихе это все рассматривать и думать, но ориентируйтесь на себя. Если не знаете, если не уверены в своих мышлениях и размышлениях, обратитесь к профессионалам, которые в этой технологии занимаются. И здесь хочу сильно заметить или обратить внимание на следующую вещь, и это вот последний год очень активно проявляется. Люди обращаются к энергибераторам, получают ESFP-плены, то есть вот этот Sanierungsfahrplan, так называемый, и потом энергибератор пропадает. Очень появилась такая вещь, что энергибераторы нашли для себя новую нишу, зарабатывать деньги только на разработке вот этого SFP-плана. Они потом дальше клиента не хотят курировать, они не хотят его вести именно в строительной фазе, потому что в этом многие не разбираются. И клиент потом имеет документы на руках, которые уже в БАФе зарегистрированы, и не знает, что дальше. То есть поэтому
селектируйте, выбирайте своих партнеров по вот этим проектным финансированиям, как вас, допустим, как специалистов, которые правильно умеют финансировать, как нас, которые могут разбираться в этой технологии или разобраться, где стоит клиент и куда ему лучше двигаться и каким способом это делать. Отдельным основным или же это в совокупе. Но сказать так, чтобы послабление и это останется, нет, потому что, скажем так, стратегически направление идет уйти от зависимости, от газовой Но зависимости. я бы еще сказала, скажем, это не миф, послабление в данный момент есть. Да, конечно. Люди немножко расслабились, но мы не знаем еще, как долго будут дотации на замену этого вида отопления. То есть, грубо говоря, то, что мы проговорили, особенно имело значение, какой возраст, в кавычках, да, как долго твоя не золяанлага, твоя өль-анлага, то есть өль-танк был, от этого тоже зависело, сколько ты получишь возврата, да, своей премии. И, грубо говоря, мы не знаем через год, 2, 3, 4, будет ли еще эта программа, которая позволяет от 30, даже пусть до 50, если 70 придет хорошо, даже пусть до 50% всех затрат вернуть назад. Пока есть эти дотации, можно поменять, экономить уже сегодня, не ждать, пока когда-то опять государство вспомнит и скажет, давайте теперь вы должны менять, но программа, как помнишь, в 2021 году КФЕ, бац, в январе В феврале, 24 числа. Да, я помню тоже 24 числа. Потому что это было сильно больно. Это было так больно, потому что такие тогда... суммы, что у нас это примерно по проектам в тот момент вылетело где-то 700 тысяч. Но я так запомнила, даже я тоже эту дату запомнила, потому больно что у меня еще 24-го, те, которые в БАФе получили этот номер, они получили на тот момент от 80 до 26 тысяч, был Тильгун Сушус, который можно было в Тильгун или можно было даже как Фрайе Миттель выплатить. И люди пока думали, хочу, не хочу, программа была классная, и государство Германии просто сегодня на завтра не было запланировано, что это не будет. Я тоже запомнила эту дату, потому что как раз у меня еще в последний день еще несколько клиентов успели. И все, и на следующий день не было. К чему я веду? Что да, это не миф, что как бы, скажем так, ты не обязан прям сегодня поменять этот вид отопления, но пока есть такие большие государственные дотации, где тебе дают прям деньгами, то есть если ты одолжил эти деньги или взял их в кредит, ты можешь их в любой момент отдать назад и пользоваться этой анлагой, где ты экономишь так много, еще и государство за тебя заплатило, да, поэтому об этом надо думать и делать сегодня. Об этом надо думать и взвешивать всегда, потому что дотации сегодня на завтра, и это был радикально классический пример. Но этот пример был крутой, да. В общем, в том смысле, что вот сегодня на завтра это все закончилось. Да, так и было. Можно всегда из этой ситуации исходить. Я не говорю, что это обязательно должно так произойти, но опасения всегда присутствуют. Это в первую очередь. Во вторую очередь, рассматривайте, расширьте свой горизонт оценки. То есть, если вы капиталенлегер, если у вас есть Mehrfamilienhäuser, то есть, если это какие-то большие Einheiten, посмотрите, проконсультируйтесь в налоговом направлении, потому что ничего лучше нету, как вы можете Mietentwicklung сделать на основании того, что вы промодернизировались, 11% Mietsteigerung еще никто не отменял, использовать дегрессивы какие-то Abschreibungsmöglichkeiten и все остальное. То есть мы сейчас мы затрагиваем сегодня только техническую часть или пытаемся ее затронуть. Ну плюс финансирование, да, есть. И финансирование, и налоговые льготы, и возможности зондерафа использовать или еще какие-то направления, это всегда еще присутствует, поэтому это целый букет. Еще я бы добавила, что мы территориально, где ты находишься, где я нахожусь, мы территориально находимся, ты живешь в Шлезвиг-Хольштайн, я живу, можно сказать, практически на границе Шлезвиг-Хольштайн, ну, Гамбург, он граничит, да, Шлезвиг-Хольштайн, и особенно клиенты, которые живут в Шлезвиг-Хольштайн, у них есть еще очень много программ, которые могут комбинировать, мы немножко вернемся в эту тему финансирования, где, грубо говоря, семья, которая покупает себе первый объект, многие даже не знают, что есть возможность комбинации с этими 300 программами, да, что мы с тобой в прошлый раз затронули, это сложная тема, мы сегодня ее не успеем развить, но если коротко сказать, что, допустим, если пойти через баратора и правильно разработать даже финансирование из-за того, что ты можешь 124 или там 300 или еще какие-то программы или 261 соединить, потому что там было важно, что ты покупаешь либо экономичное,
а купить новострой для семьи там, с 2-3 детьми, это как минимум будет стоить даже в нашем регионе, да, 500-600 тысяч. А если взять второй путь, то, что ты специализируешься, допустим, даже в твоем городе, это прекрасный город, который входил в проект Нордгейт, да, где он развивается, то есть все по Он семерке. всегда недооцененный был Он, и будет. он и сейчас И многими скажу так, недооценен. что мы здесь одни из крутейших, живя Да. в Шлезвиг-Хольштейне, имея инвестиционный Шлезвиг-Хольштейна, о котором многие даже и слышать не слышали. Я про это хочу сейчас Одни сказать. из Да. крутейших позиций имеем по поводу вообще вот этих комбинаций, во-первых. У них есть достаточно интересные свои собственные программы, как у банка, о которых люди тоже мало информации знают, где мы имеем возможность им Nachrangbereich Да. модернизировать, оптимировать, приобретать, особенно малоимущим. Да. И у нас были такие случаи на практике, где люди с вообще очень-очень низкой зарплатой, так называемый Härtefall, Вот я хотела привести пример, детей что... инвалидов, Да. получали дотации государственные, получали добавочные кредитные деньги и приобретали Но себе не только недвижимость. инвалидов, имея и нормальных детей, покупая первую Да, квартиру в конечно. Шлезвиг-Хольштейн, есть много-много особенностей, да, потому что СХ намного интереснее и быстрее реагирует по сравнению даже И с Гамбургом. упрощеннее И упрощеннее, реагирует, да. да. И поэтому наш регион, вот я хотела пример привести, допустим, даже по сочетанию программ для покупки для себя, купив дом в Ноймюнстере за 250 можно прекрасный дом купить, хотя в Ноймюнстере уже и квартиры по 1000 сдаются, да, это прекрасное расположение, в будущем даже планируется, как сейчас в Штаде, да, протащили, Эсбан также планируется, что в будущем и до Ноймюнстера он будет доходить, но сейчас эта связь, транспортная связь, она очень хорошая, инфраструктура, да, транспортная очень хорошая, которая позволяет тебе достаточно быстро добираться в Гамбург, очень многие живущие в Ноймюнстере очень много заезжают, потому что ты для по детей... автобану, мне требуется где-то примерно 30 минут. И для детей супер инфраструктура. Я к чему веду? Да, что не обязательно Ноймюнстер, я просто говорю как пример Ноймюнстер, потому что ты там живешь, что семья может купить за 250 прекрасный такой домик, как у моей клиентки, разработать с помощью тебя или подобной компании, или с помощью энергибаратора, грубо говоря, квалифицированной помощи. Еще это все на сегодняшний момент, пока эти программы работают, получить еще дотационные деньги и, грубо говоря, жить не в съемной квартире, а жить в своем прекрасном доме, в хорошем районе. И даже если человек скажет, окей, пока дети там ходят в школу, мне удобно, все там близко, да, все хорошо, люди не боятся выпустить этих детей, там много школ, много гимназий и так далее. А даже если в будущем человек скажет, я хочу переехать, то за 10-20 лет он выплатил свой дом, да, потому что комбинация, опять же, в Шлезвиг-Хольштейн, прекрасная комбинация, когда люди для себя покупают, где они за 20 лет с этим домом полностью рассчитываются, да, допустим, от многих Баушпаркассен, да, мы сейчас тоже на это очень большой акцент ставим, и на самом деле месячные затраты, они не намного выше, чем просто человек с 2-3 детьми платит абсолютно нормальную аренду. Конечно, да. оно так и выходит, поэтому здесь каким плюсом мы еще обладаем, так как и мы занимаемся тоже, ну, ты прекрасно знаешь, больше 25 лет уже и проект-энтвиклингом, и вообще концептами недвижимости, мне не составляет большого труда разработать концепцию, где мы нашим покупателям или нашим клиентам, которые в самой первой стадии к нам обращаются за консультацией, что могу себе позволить, и я вот нашел себе объект, а можно ли мы его купим, помочь даже сторговаться, и мы достигали очень таких хороших результатов, до 30, 50, 80 тысяч евро мы экономили только на покупке и на маклерских гибюрах, и на всем Потому что остальном. правильная аргументация, что надо делать, да. Правильная калькуляция и перед банком, потому что банки прекрасно понимают, что их бештенды, которые они сейчас финансируют, они критично становятся, потому что они смотрят в первую очередь, и ты это мне надо модернизировать. Ты не можешь сейчас без энергиаусвайза подать финансирование в банк. Ты не можешь даже сдать эту квартиру, ты ничего не можешь. Ты ничего не можешь. Да, поэтому здесь именно тенденция такая, и банки это понимают, и люди это должны понимать, что без... Скажи, пожалуйста, для обычного человека, что такое гэшка? Потому что мы понимаем, о чем мы говорим. Вот просто одно слово, да, что когда человек покупает старые дома, что такое А, Б, С, Д, Е и так далее? Это говорит о том, что какой уровень энергопотребления в твоем доме. И сейчас идет тенденция в том, что чем больше это потребление, банки
в замешательстве, что мы должны делать с этими объектами при умфинансировании. Они многие отказываются от умфинансировать, потому что, грубо говоря, если объект не санировать, не модернизировать, когда-то он неликвидный становится. И если правильно разработать концепт, почему мы начали с того, что когда даже пример приводила просто я хочу в своем уже доме сделать, допустим, вермолюв пумпы, что даже пенсионеров это супер хорошо финансируют, потому что они очень быстро деньги назад получают. А когда человек покупает свой дом, допустим, старенький, это то, что ты хотел добавить, что если он его покупает, то очень хорошо, особенно Шлезвиг-Хольштайн, очень хорошо датируется по 261 программе, допустим, 150 тысяч на реновацию этого дома, или там до 150 тысяч, или есть другие программы. То есть, грубо говоря, почему это так классно, что поди просто возьми 100 тысяч, тебе никто не даст. А когда ты это делаешь в совокупности с тем, что этот дом будет стоить дороже, потому что банк понимает, это энергишрот, который благодаря вот этому дотационному кредиту станет очень интересным домом для будущего, да, и поэтому это лучше финансируется. И банки это прекрасно видят, и они прекрасно понимают, что вот с такими комбинациями, где мы приходим в банк и делая финансирование, запрашивая, приложим им сразу, зонируем с концепта энергетики, нам, они это прекрасно видят, и они это приветствуют. И там уже с вашей стороны, как финансистов, или же с нашей стороны для клиентов, для наших, всегда очень хорошая позиция торговаться. И по клиентам, по цинзам, и по программам, которые можно комбинировать и использовать. Есть очень много возможностей, они очень интересны. Да, я думаю, что мы в будущем еще сделаем какой-нибудь вебинар или, возможно, даже лайв. У нас есть возможность от 40 до 100 человек делать семинары, даже в живом виде мы делали несколько, это было очень, очень позитивно, поэтому люди могут оставлять заявки, особенно кто с нашего региона Шлезвиг-Хольштайн, или Гамбург, или Нидерсаксен, да, в радиусе там даже 100-200 километров от Гамбурга, мы можем информировать, потому что очень часто люди недооценивают, что они могут жить в своем доме, и этот дом может, даже если он не новокупленный, то сегодня рынок продает эти дома намного дешевле, чем мы возьмем 5 лет назад. Конечно, да, такой дом стоил 500-600 тысяч, в пригороде сейчас можно за 300-350. И есть хорошие регионы, да, где потому откат что до 50% да. соответствует. Но Спасибо. опять-таки же очень много людей немножко находятся в заблуждении. То есть если они уже дом профинансировали и хотят его зонировать, то есть первый кредит в банке – это еще абсолютно не порог, который нельзя переступить. Нет, конечно. Многие люди об этом тоже не знают. То есть мы можем всегда рассматривать программы, даже уже если есть текущее финансирование, всегда можно им нахранг, тем более с помощью Инвестиционсбанк Шлезвиг-Хольштайн, ИФБ в Гамбурге, Н-банк в Нидерсаксене, но они там немножко послабже, но есть возможности на всей территории Германии рассматривать такие возможности. Кстати, мы сейчас сделали такой еще клуб, молодежный клуб, но это отдельная тема, немножко вербен сделаю. Мы сделали сейчас такой информационный молодежный клуб, чтобы наша молодежь от 16 до 30, молодежь, узнавала о всех программах, о государственных дотациях, чтобы они собирались в свою комьюнити, мы начали это комьюнити строить. Первый живой семинар у нас будет 26-го здесь в Гамбурге, он абсолютно ничего не стоит для молодых людей, даже будут разыгрываться призы и iPad для того, чтобы они могли образовываться, поэтому комьюнити решает все, информация решает все, и в наше время, когда информации чересчур много, прийти и получить конструктивную информацию в определенных направлениях, это очень большой плюс. Да, это поэтому рекомендую, посылайте своих детей, пусть они образовываются, и приходите сами на консультацию. Мы будем тоже проводить различные вебинары на тему модернизирования, на тему мы можем даже также затрагивать различные темы. Мы можем на тему затронуть отдельно окна, отдельно Кранкенкассы. крыши, отдельно фасады, да, потому что это сама Да-да, техника, да, просто поверхностно это звучит частично. одно, а когда ты начинаешь с клиентом разговаривать на тему ВДФОС, ну, я не знаю, многие могут с этим что-то начать или нет, поэтому тем очень много разных, слава богу, есть чем поделиться, есть уже практика наработанная. Большое спасибо. Я надеюсь, Спасибо мы вам. продолжим нашу дискуссию. Сегодня мы даже не вложились в наше время, но тема была настолько важна, что невозможно было остановиться, особенно позже все больше и больше развивалась. Да? И я очень-очень рада, что мы смогли хотя бы маленькими кусочками поверхностную информацию, потому что там, где для тебя гэшка это понятно, или там высказывание соля, ПФАУ понятно, а для обычных девушек иногда заправить клубничным или малиновым воздухом решает все будущее. Да? Поэтому большое-большое спасибо за понимание и за то, что наше время.